Приветствую, друзья! С вами оружейные новинки от компании Ibis «Оружие и рыбалка». И сегодня у нас новинки от американской фирмы Magpul Industries. Для тех, кто не очень знает, что это за компания, я не буду сейчас вдаваться в ее историю, упоминать ее родословную, я скажу коротко и просто. Для стрелков компания Magpul это примерно то же самое, что компания Apple для любителей смартфонов, телефонов и других электронных гаджетов. Все, что производит компания Magpul, вызывает серьезный резонанс в стрелковом мире, а так как производит она преимущественно аксессуары и обвес к огнестрельному оружию, то, соответственно, поклонников этой марки во всем мире насчитываются миллионы, и в Украине их не меньше. Поэтому сегодня мы говорим о новых продуктах от компании Magpul Industries, предназначенных прежде всего для высокоточной стрельбы. Итак, главная новинка, о которой у нас пойдет речь, это шасси. Для кого-то это слово может звучать непривычно, но я надеюсь, что большинство наших зрителей уже привыкло к этому термину, когда речь идет о ложе для современного высокоточного оружия. На всякий случай снова-таки напомню, что важность действительно жесткой, надежной, очень устойчивой, модульной и хорошо настраиваемой ложи для современного высокоточного оружия сложно переоценить. Это то, что по сути очень часто отличает оружие более высокой ценовой категории от оружия бюджетного и доступного. Вот для понимания, родная ложа одной из моделей винтовок Remington 700, она называется 700 AAC SD, относится она к классу бюджетных. И данная бюджетная ложа, если приложить к ней вот такое скручивающее усилие, то я думаю, вы просто на камеру сможете заметить, как она изгибается просто от усилия в моих руках. Для высокоточной стрельбы подобные ложи просто-напросто неприменимы. И первым, что делают владельцы винтовок Remington 700 данной модели, это подыскивают на замену данной ложи современное модульное алюминиевое шасси. Например, такое, как шасси Magpul Pro 700. Оно так и называется. 700, потому что 700-й Remington, Pro, потому что многие функции в этом шасси предназначены прежде всего для профессиональных стрелков. Для стрелков-спортсменов, для тех, кто занимается высокоточной стрельбой как хобби, либо серьезно этим увлечен, либо, тем более, если для вас высокоточная стрельба – это работа. Я не исключаю, что даже военные и снайперы специальных подразделений заинтересуются этой разработкой Magpul. Ну, а теперь давайте перейдем к делу и будем более внимательно смотреть на то, что же нам предлагает компания Magpul. Кстати говоря, как обычно встречают по одежке, и в этом плане Magpul не разочаровывает, потому что, обратите внимание, внутри коробки с шасси вот такое детальнейшее изображение с описанием ключевых элементов этого изделия. Ну, действительно, просто приятно брать в руки, начиная даже с коробки, данный продукт. У меня в руках сейчас шасси в цвете Olive Green. На винтовке установлено шасси в цвете Desert Tan. То есть, как видите, есть цветовые вариации, есть также черные шасси Magpul Pro 700. Но это далеко не самое главное из тех функциональных особенностей, которые здесь заложены. Поэтому пойдем по порядку. Начнем с приклада. Приклад, как вы уже видели, складывается. При этом приклад складывается на правую сторону. В случае с винтовкой с правосторонним затвором приклад складывается на рукоятку затвора. Это очень удобно для того, чтобы при транспортировке такое оружие было максимально компактным. Ничего из него не торчало, не увеличивалась его толщина, для того, чтобы его легко было переносить, перевозить и транспортировать. Вот этот модуль складывания приклада компания Magpul выполнила из стали, и данный модуль является съемным. Для чего это сделано? Потому что его можно переустановить в обратную сторону и складывать приклад на левую сторону, если в этом возникает необходимость. В каком случае это может понадобиться? Это может понадобиться, если ваша винтовка левосторонняя и имеет затвор на левую сторону. Если вы обратите внимание на вот эти части шасси, то вы увидите, что с помощью двух металлических втулок
которые переставляются между собой при необходимости, компания Макпул сразу же решила проблему левосторонних винтовок и ресиверов с затвором на левую сторону. То есть при обычном оружии ничего менять не нужно. Если же вы левша и винтовка у вас под левую руку, то переставляя вот эти два компонента, вы уже приспосабливаете шасси под свои нужды. То же самое касается, например, модуля регулировки щеки по высоте. Как и в любом другом современном шасси для высокоточной стрельбы, здесь предусмотрена вот такая настройка подщечника, которая применяется для того, чтобы вкладка стрелка соответствовала высоте установленного на оружие оптического прицела. Для того, чтобы устранить неизбежный люфт, который возникает в любых подобных конструкциях, здесь предусмотрен вот такой стопорный винт. После установки подщечника на нужную высоту вы его затягиваете, и после этого эта конструкция становится монолитной. Наконец, саму щеку с помощью применения инструментов можно немножко поворачивать на небольшой угол, а можно переставлять на другую сторону, опять-таки, если нужно приспособить шасси под левостороннюю винтовку. Точно так же производится регулировка затыльника в достаточно широких пределах, изменяется длина приклада. И делается это вот таким маховиком с выраженными щелчками, то есть фиксацией промежуточных положений. Сделать это в полевых условиях можно достаточно быстро. А вот для дополнительных регулировок уже потребуются необходимые дополнительные инструменты. В частности, на затыльнике с помощью вот этих двух винтов предусмотрена регулировка по высоте, предусмотрен сдвиг в сторону и поворот на небольшой угол в пределах 5 градусов. Все это позволяет очень хорошо и основательно настроить шасси вашей винтовки непосредственно под ваши потребности как стрелка. Продолжая рассмотрение шасси, отмечу, что здесь очень хороший, мягкий и большой затыльник, который будет компенсировать силу отдачи даже для винтовок в крупных калибрах. И данное шасси производится как для винтовок Short Action, так и для Long Action. То есть теоретически сюда можно будет уложить винтовки в калибре 300 Win-Mag и, наверное, даже 338 Lapua Magnum. Пока мы не проверяли. Тем не менее, компания Макпул всегда славилась продуманностью конструкции своих аксессуаров и их великолепной эргономикой. И в данном случае здесь есть некоторые очень интересные решения, которые вы не найдете больше нигде в других продуктах. Для начала о простых вещах. Несмотря на то, что шасси выполнено из алюминия 6061, по бокам у него вот такие пластиковые накладки. Зачем это нужно? Казалось бы, почему недостаточно просто алюминия? А дело в том, что если использовать оружие зимой, то алюминий, как и любой металл, за счет своей очень высокой теплопроводности, просто очень холодный на ощупь, в отличие от пластика или, скажем, дерева, либо ламината. И держаться за алюминий совсем не так комфортно, как за алюминий в пластиковых накладках. Вот такой небольшой нюанс, но тем не менее он очень часто выручает. И это наверняка ценят те, кто действительно пользуется своим оружием в любое время года. Но самое интересное — это внимание к деталям, которое применила компания Макпул в процессе разработки этого шасси. И вот вам такой пример. В комплекте поставки здесь предусмотрено две пистолетных рукоятки различной формы. Они отличаются своей шириной, назовем это так, но прежде всего они отличаются углом, потому что некоторые стрелки любят, чтобы рукоятка была максимально вертикальной, а другие стремятся к тому, чтобы рукоятка имела небольшой угол. Рукоятки здесь производство непосредственно самой Макпул, и не удивляйтесь этому, я сейчас покажу вам, почему именно такое решение здесь стало необходимым. Но для этого мне понадобится шестигранный ключик. Для того, чтобы понять причину такого конструкторского решения, давайте снимем накладку рукоятки и посмотрим, что скрывается под ней. Потому что, честно говоря, я больше нигде такого не видел, кроме этого шасси Макпул. Как видите, рукоятка размещена на вот таком массивном штифте. И именно за счет этого сюда невозможно установить рукоятку, например, стандарта R15 или какую-либо другую, которую предпочитает сам стрелок. Поэтому их предлагается на выбор две, а сделано это для реализации еще одной
очень интересные функции. Вот накладки рукоятки сняты, и теперь с помощью вот этого винта, ослабив его, мы сможем управлять положением данного штифта, а значит и всей рукоятки, непосредственно на самом шасси. Выглядит это вот таким образом. С помощью ключа, опять-таки, мы отпускаем фиксирующий винт. Затягивать его нужно надежно. И теперь можем расположить основание рукоятки, а значит и саму рукоятку, в пределах, наверное, 1,5 сантиметров ближе, либо дальше от спусковой скобы, а значит и от спускового крючка самой винтовки. И в зависимости от стиля стрельбы конкретного стрелка, в зависимости от того, как ему удобнее держать руку на рукоятке и на спуске, именно от этого зависит то положение, которое примет данная деталь на шасси. Уже непосредственно самим стрелком это регулируется. Я не встречал подобных регулировок в шасси других производителей. Я думаю, что это инновация от компании Magpul. И по сути именно своими инновациями в таких сферах и ценится компания Magpul Industries и вся ее продукция. Как видите, шасси Magpul Pro 700 в данном случае совершенно не исключение. Стандартом для большинства современных шасси для высокоточного оружия является магазинное питание. И, естественно, шасси Magpul Pro 700 в этом смысле не исключение, тем более, что Magpul делает великолепные магазины Magpul PMag стандарта Accuracy International Short Action. В комплекте поставляется магазин на 5 патронов. Существуют также другие разновидности этих магазинов, например, на 10 патронов установлены сейчас на этой винтовке. Очень удобные магазины, они целиком пластиковые, в них нечему гнуться, деформироваться, корродировать в конце концов. То есть эти магазины служат очень долго, и я уверен, что большинство стрелков останутся ими однозначно довольны. Переходим к другим особенностям и давайте взглянем на то, как в этом шасси организован беддинг-блок. Здесь он имеет V-образный профиль, и по большому счету он традиционен для подобных продуктов. То есть ресивер винтовки просто укладывается в данную впадину, образованную стенками беддинг-блока, и прикручивается к нему ложевыми винтами. Кстати говоря, винты здесь также поставляются в комплекте. Винты маленькие, одинаковые по своей длине. И в этом плане это, пожалуй, только плюс, потому что у компании Remington стандарты винтов, крепящих ресивер к ложе, периодически изменялись, и иногда можно встретить модели винтовок, в которых они отличаются по длине. Поэтому Magpul решила просто предложить эти винты в комплекте. Перейдем дальше. При рассмотрении цевья, я думаю, вы обратили внимание на огромное количество интерфейсов типа M-Lock. Вот эти отверстия, сделанные здесь по бокам и снизу, это интерфейсные разъемы для установки дополнительных аксессуаров. Компания Magpul была изобретателем и производителем интерфейса M-Lock, поэтому неудивительно, что на всей ложе по всей длине цевья расположены именно эти интерфейсы. Их также можно найти, кстати говоря, вот здесь снизу на прикладе. Если вам нужно доустановить сюда монопод или планку Пикатини или так называемый бэкрайдер, все что угодно с интерфейсом M-Lock можно установить как сюда, так и справа, слева, снизу от цевья вашей винтовки. В данном случае снизу многие стрелки будут устанавливать такой аксессуар Magpul, как крепление для сошек, либо крепление так называемое Arc Rail, призматическое крепление, которое позволяет устанавливать оружие в фотоштатив и производить стрельбу непосредственно с него. Это считается писком моды в современных тенденциях высокоточной стрельбы. И вот эти отверстия, вы видите, они выполнены и не задействованы. Они предназначены для установки мостика, либо же кронштейна предобъективных насадок. Эта опция, пока что их в наличии нет, но я думаю, что будут поставляться дополнительно уже в скором времени. Также обратите внимание, что само шасси в области цевья здесь составное. То есть ресивер и цевье
алюминиевые основы этого шасси, они вот здесь стыкуются между собой на резьбовом соединении. И кто-то может увидеть в этом определенный минус этой конструкции. Я бы это минусом не назвал, скорее компромисс, потому что произвести более короткие блоки значительно проще и дешевле. И по большому счету на результаты стрельбы из данного шасси это никоим образом влиять не должно. Спусковая скоба достаточно большая, я думаю, будет комфортно стрелять в любых перчатках, и она будет совместима с большинством спусковых механизмов, которые устанавливаются на Remington 700. А что касается кнопки сброса магазина, клавиши, то она здесь двухсторонняя, также довольно удобная, и я уверен, что ни у кого не возникнет никаких нареканий по работе с этими элементами данного шасси. Мне остается отметить на шасси только несколько гнезд для быстросъемных антабок для крепления винтовочного ремня. Слева на прикладе с двух сторон, а в передней части оружия, если необходимо, такая антабка устанавливается через адаптер, который крепится на интерфейс M-Lock. И я думаю, что в этом вкратце все. Всем, кто заинтересован в подобных разработках, я приглашаю в наши магазины ознакомиться лично с этим шасси, подержать его в руках, испытать в работе систему складывания приклада. Я думаю, что вы будете довольны увиденным и у вас останутся хорошие впечатления об этом продукте. А мы переходим к другим новинкам Magpul, которые также не менее интересны. В частности, далее у меня пойдет речь о сошках компании Magpul, которые в свое время также вызвали множество интереса со стороны стрелков, как высокоточников, так и спортсменов в других областях стрелкового спорта. Сошки называются очень просто Magpul Bipod или Bipod. Складываются вверх, имеют два положения, сложенное и разложенное. Разложить можно достаточно быстро, для этого не нужно нажимать ни на какие кнопки, просто вот таким легким жестом вы их раскладываете. Сошки выполнены из металлического основания, снаружи они обшиты пластиковыми накладками. Я думаю, что опять же по той же причине, что и шасси. То есть для того, чтобы руками можно было за них браться и, например, осуществлять быструю настройку высоты. Вот так, выжав клавишу, мы просто тянем вниз вот эту половину сошек и, соответственно, регулируем по высоте так, как нам нужно. Есть вот такой еще регулятор на сошках, который устанавливает жесткость так называемого завала, и здесь также реализован поворот, то есть панорама сошек. Отрегулировав данный фиксатор, можно добиться того, чтобы сошки оставались неподвижными, а оружие вот таким вот образом панорамировалось по горизонту. Как настраивать этот регулятор? Дело вкуса. Я всегда стараюсь их закручивать максимально сильно, но все-таки таким образом, чтобы оставалась возможность быстренько отрегулировать положение оружия при подготовке к выстрелу. По сошкам и их ключевым особенностям есть еще один важный момент, который стоит рассмотреть, потому что он беспокоит многих стрелков. Это пресловутые люфты. Люфты в сошках. Вот если вы присмотритесь, вы увидите, как основания сошек стоят на месте, верхняя часть движется вперед и назад. И, соответственно, очень многие стрелки, сразу увидев это, будут негодовать по данному поводу и говорить, как же можно с такими люфтами, как это вообще способно точно стрелять. На самом деле вполне способно. Более того, мне кажется, что конструкторы Magpul реализовали вот этот вот ход назад специально, потому что при подготовке к выстрелу стрелок обычно, это называется нагрузить сошки, то есть подает винтовку плечом вперед, а под действием отдачи винтовка отходит назад и потом снова под давлением плеча стрелка возвращается вперед. То есть если все сделать правильно, то при выстреле из винтовки не самого большого калибра сошки у вас останутся на месте. И вот за счет вот этого движения назад и вперед винтовка отработает отдачу, и стрелок снова поймает свою цель в перекрестье прицела. Это очень важно для того, чтобы успеть увидеть результат попадания либо промаха. И это также очень важно для того, чтобы иметь возможность быстро произвести повторный выстрел. Сошки существуют в нескольких разновидностях, как непосредственно с интерфейсом M-Lock, так и с креплением на планку Picatinny.
Я думаю, что они найдут своих любителей в среде высокоточной стрельбы, но могу уже сейчас сказать, что их полюбили, например, карабинщики. То есть те стрелки, которые занимаются динамической стрельбой из карабина, вот такие простые, очень легкие и достаточно эффективные сошки – это именно то, чего им не хватало. И поэтому они с удовольствием покупают и используют данный новый продукт. Еще одна новинка компании Magpul, которая также привлекает к себе внимание, это вот такой кавер на саунд-модераторы. Они же глушители, сейчас я сниму его с оружия, и мы сможем рассмотреть его во всех деталях. Сразу скажу, что вот эти каверы, несмотря на свою внешнюю привлекательность и достаточно сложное устройство внутри, они, к сожалению, совместимы далеко не со всеми моделями саунд-модераторов. Более того, в нашем ассортименте я нашел, пожалуй, только один модератор, на который они более-менее подходят. Дело в том, что диаметр устройства, на которое устанавливается такой кавер, он должен составлять порядка 1,5 дюймов. Но буквально 3-4 мм больше, либо 4 мм меньше, и это уже приводит к тому, что нужно брать другую модель кавера. Значит, в чем здесь особенность? Внутри этой штуки находится алюминиевый каркас, который является по сути же тепловым экраном. Снаружи мы имеем прорезиненную поверхность, которая не пропускает высокую температуру и за которую очень удобно браться за прибор для того, чтобы его снять с оружия, либо установить. А между саунд-модератором и вот этим тепловым экраном, примерно сантиметр воздушного пространства. То есть там, по сути, серьезный воздушный зазор, который и принимает на себя первым делом температуру от глушителя, отводит раскаленный воздух и позволяет остужать саунд-модератор значительно быстрее, чем каверы, которые устанавливаются непосредственно на сам прибор без всяких зазоров. То есть благодаря вот этой воздушной прослойке, которая формируется между стенками саунд-модератора и тепловым экраном, такая конструкция будет гораздо быстрее остывать. Но при этом она, как и обычный кавер, защищает от так называемого миража, то есть марева в оптическом прицеле, и позволяет быстро снять и установить даже горячий прибор на винтовку. Опять же, я уже упоминал, к сожалению, не на все модели саунд-модераторов такая штука подходит. По крайней мере, пока что. Я думаю, что мы будем работать с производителем для того, чтобы обеспечить большинство популярных в нашей стране моделей подобными каверами от компании Magpul. И в завершение сегодняшнего выпуска я хочу показать вам продукцию другой компании, которая относится к разряду средств для чистки и обслуживания вашего оружия. Продукция выпускает американская компания CL1, а представляет она собой средство, которое американцы называют CLP, то есть Clean Lubricant Protect. Предназначено для чистки, смазки и защиты оружия от негативного воздействия окружающей среды. Очень интересная вещь. Мы нашли это средство на SHOT Show. Прежде всего, благодаря тому, что производитель американских самозарядных карабинов, фирма POF USA, рекомендует использовать именно эту смазку в качестве основной для своего оружия. Также нам очень понравилось то, что это средство абсолютно экологически безопасно. Оно безвредно как для вашего оружия, так и для вас самих. У него достаточно приятный запах, как это ни странно, очень неожиданно, но действительно запах неплохой, и я уверен, что ваша супруга не будет возражать, если вы с помощью этого средства будете чистить оружие непосредственно у вас дома. Ну а самое главное это то, что оно доказало свою эффективность, потому что я пользуюсь средством CL1 уже почти год, и все трущиеся поверхности в оружии как с ручной перезарядкой, так и в самозарядных карабинах я стараюсь смазывать именно этим средством. Оно показало себя великолепно, значительно уменьшает трение и позволяет продолжить работу даже сильно загрязненного оружия. Выпускается оно в виде пасты, вот таким вот образом, либо в виде жидкости, вот в таких бутылочках, кому как удобнее. И также есть в продаже целый набор. Вот такой набор для обслуживания оружия, сразу с салфетками, щетками и даже патчами, которые пропитаны
заранее этим средством. Все для удобства стрелка. То есть американцы привыкли к этим средствам, потому что у них в армии и в корпусе морской пехоты обслуживание штатного оружия производится как раз с помощью вот таких вот CLP – Clean Lubricate Protect. И, соответственно, гражданские стрелки также постепенно переключаются на применение подобных же технологий. Для тех, кто хотел бы чистить свое оружие более интенсивно и добиваться полной чистоты, например, в стволе, есть вот такой специализированный продукт, который называется Copper and Lead Remover. То есть устраняет медные отложения в стволе и устраняет свинцовые отложения, опять же, в стволе. Рекомендую присмотреться для тех, кто еще не знаком с этой продукцией, взять на пробу, потому что достаточно редкое сочетание абсолютно безопасного, биологически безвредного продукта с приятным запахом и очень эффективным действием для чистки и смазки вашего оружия. Ну, а на этом, пожалуй, у меня все. С вами был Тарас, с вами была компания Ibis «Охота и оружие», с вами была продукция компании Макпул и фирмы Seal-One. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на стрелковых рубежах.